Добрый вечер, коллеги! Рад всех приветствовать на нашем собрании. Сейчас у нас 222 Smart Talks. Тема у нас кое-что о разработке отчетов, часть 2. Немножко о себе. Меня зовут Дранковский Сергей. Я являюсь разработчиком Smart Business. Есть небольшой опыт по внедрению ERP-систем. Сейчас занимаюсь Microsoft Dynamics Business Central. Немножко хочу напомнить, о чем мы говорили на прошлой встрече. 219 Smart Talks, это была первая часть по разработке отчетов. И мы затронули такие темы. Мы говорили о этапах разработки, мы говорили о том, как собираются датасеты, говорили о производительности, о подходах, которые можно использовать для того, чтобы отчеты отрабатывали быстрее. Это использование кэпшенов и надписей, использование report totals, итогов, темповых таблиц, которые позволяют выводить итоги по документу в отчет. Это использование переменных, это как мы используем сетап информацию, какие есть методы оптимизации при использовании глобов полей, принципы использования и приемы integer таблиц, темповых таблиц, форматирование номеров и также query. Это все есть у нас в 219 Smart Talks. Это первая часть. Вторая часть у нас идет о визуализации, уже о работе с лейаутом, где мы на основании полученного датасета уже занимаемся отображением информации. Хочу сказать и сделать рекомендацию Smart Talks 221, где мои коллеги рассказали о том, какие преимущества при работе с шаблонами и Word-макетами в отчетах. Итак, одна из главных задач отчета, конечно же, это визуализировать читабельную информацию. Для этого мы используем представление в таблицах и графическое оформление. В основной массе задача разработчику и постановка задач идет это сформировать таблицу с определенными колонками. Если дают уже готовый макет, то особо там креативить и раскрашивать нечего. Но есть случаи, когда визуально есть возможность дополнить визуально или графическими элементами наш отчет. Мы поговорим о тех возможностях, которые у нас есть, а вы уже будете принимать решение, использовать вам их в своей работе или нет. И мне нравится идея такая, что если пользователь одним взглядом на отчет не понимает его цели, то это проблема. И отчеты нужно делать так, чтобы они были понятны и раскрывали основную суть отчета. Первое, о чем мы поговорим, то что при работе с лейаутом основной элемент отображения информации это у нас табликс. Табликс это слово, которое состоит из комбинации, как вы видите на картинке, table, list и matrix. То есть это объект, который имеет 3 вида отображения. Преимущество такого подхода заявлено, что если вы начали работу с таблицей, но в ходе разработки вы понимаете, что вам нужно использовать матрицу, вы можете изменить тип объекта, не потеряв ранее внесенную информацию и функционал. Здесь на слайде вы видите как раз этих 3 элемента. Это лист, матрикс и таблица. Какое у них изначально представление.
Также хочется вспомнить о том, что все элементы можно поделить это на, которые отображают одну запись и массив нашего датасета, вообще наш датасет. Вот, как раз Tablix — это тот элемент, который отображает, который является мультилинейным. Так, и тогда у нас возникает логический вопрос. Если у нас Tablix — это 3 элемента, какой элемент нам нужно использовать? Какая же разница между списком, матрицей и таблицей? Первым делом рассмотрим списки. Список просто больше всего выделяется из этой группы, и начнем с него. Первое, чем он отличается, это что список — это просто область. То есть если посмотреть на скрин список и таблицу, то в таблице уже есть структура какая-то, есть хедер, есть лайны, есть колонки. Список — это просто область. И дальнейшая работа с списком заключается в том, что мы руками размещаем хедеры и размещаем янчейки. То есть мы руками делаем наполнение таблицы. На это потребуется время, поэтому использовать листы неудобно, если вы хотите сформировать отчет в виде таблицы. Поэтому листы используются только в тех случаях, когда элементы нужно конкретно спозиционировать на области. Вот. И в случае, если мы хотим вывести таблицу, то лучше, конечно же, воспользоваться другими элементами. Вот для примера мы можем видеть на скрине, что был создан объект лист в группировке Tablix 4. Дальше мы выше него разместили значения хедера, которые разместили параметры отчета. И внутри уже самого листа мы разместили еще дополнительные параметры, которые уже связали с колоночками из нашего датасета. Еще одна неприятная вещь листа, что если вы, двигая элементы внутри листа, например, в данном случае inventory item, вынести его за рамки листа, то в этом случае это будет отдельный элемент, а не часть листа. И как итог он не будет у нас выводить значения из записей, которые выводят другие колонки. То есть у нас элемент листа выпадет из его группы. Чтобы это контролировать, мы можем использовать окно Document Outline. Это центральный слайд слева, ну и в принципе верхний слайд слева, который показывает структуру объектов нашего отчета. И как мы видим на этой структуре, у нас NoItem и Description Item и Inventory Item подчиненные Rectangle 1, который является нашим списком. Еще один вариант, как проверить, в правильной ли структуре находится элемент, это посмотреть свойства parent в нужного, интересующего нас элемента. Если с листами мы разобрались, это такая отдельная группа, то таблица и матрица, они внешне очень схожи. То есть изначально мы сразу видим, есть хедер, есть лайны, и в принципе наводит на мысль, что функционируют они одинаково. Это так, но есть свое отличие. В чем же заключается отличие между таблицей и матрицей? Ну, во-первых, наверное, самый главный момент, который... Два отличия озвучим. Первое. В матрице можно формировать динамические колонки,
И второе, то, что в матрице минимум одна группировка строк и колонок должна быть. То есть если в таблице у нас фиксированное значение колонок и группировки могут отсутствовать, в этом случае это называется, мы выводим сразу детальные записи, то в матрице у нас колонки динамические и по-любому присутствует одна группировка. Если мы, например, используем матрицу и хотим выводить детальные записи, то рекомендуют, например, сделать дополнительный отчет, который будет расшифровкой ячейки. Вот. Очень интересный способ, можно будет как-то о нем тоже поговорить. Итого. У нас на скрине есть два объекта. Первый объект матрица, второй объект таблица. Таблица, как мы видим, сразу уже с готовой группировкой одной детальной, и матрица с группировкой строк и колонок. Рассмотрим пример. Создал простой датасет с карточки, с таблицы товаров, item и некоторые поля. В матрице сделал группировку таким образом, что колонки у меня разворачиваются по основному поставщику товара, линии у меня группируются по категории. Ниже мы видим скрин, на котором динамически сформированы колоночки в зависимости от наполнения базы, и также в разных категориях у нас наши товары. Немножко усовершенствуем наш отчет, добавим итоги. Итоги я добавил как по линиям, так и по колонкам. Добавляется это просто на уровне группировки, add total, after, и система автоматически добавляет линию и с необходимой функцией. Вот. Оформление цветом оформление жирный шрифт, это сделано вручную на основании макета. То есть выделил колонки, поставил шрифт жирный. По умолчанию текст там не отличается от основных записей. Табличку. Вывести информацию в таблицу сделал тоже простой пример. Все колонки из нашего датасета, для каждой колонки из нашего датасета сделал отдельную колонку. И как итог мы видим простая таблица, где есть значения не заполнены, где нет значений не заполнены, фиксированное количество колонок. И итоги у нас нету итогов пока, вся информация по детальным записям. Немножко усовершенствуем наш отчет. Ну, во-первых, мы добавим здесь оформление. Но самое интересное, что здесь было сделано, это группировки строк. То есть было сделано, если в первом случае у нас были только детальные записи, и оно выглядело вот так, таким образом, то сейчас у нас есть добавлено две группировки по категории и ниже по вендору. То есть здесь мы увидели как бы основную разницу, то что мы по колонкам расширять не можем, группировать по колонкам, мы группируем только по строкам. Но здесь есть тоже разные варианты для реализации. И как итог, по нашим трем группировкам мы получаем такого вида отчет. То есть здесь у нас, например, если посмотреть последнюю группировку спорттовары, то мы видим, что спорттовары у нас состоят из двух поставщиков. То есть по спорттоварам у нас есть два поставщика.
И также на уровне группировки были добавлены итоги. То есть кроме общего итога по отчету у нас на каждой группировке на уровне поставщика. Нет, это не на уровне поставщика, а на уровне категории. На уровне категории товарной добавлены свои итоги. Немножко напомню, как мы добавляем группировки. Грубо говоря, добавляем новую группировку row groups, и в свойствах мы указываем на вкладке «Главное», по каким полям мы будем делать группировку. Форматирование. Рассмотрим немножко детальней. Главная особенность, фишка оформления заключается в том, что в большинстве свойств есть значок функции. Это значит, что значение данного свойства мы можем запрограммировать или вычислить. Скорее, чаще всего мы это рассчитываем по значению из датасета, либо параметров. Как это какой-то имеет вид, реализацию какая? Нажимаем на кнопочку «Функция», у нас открывается текстовое поле, где мы можем писать логические выражения или вообще выражения. И для примера вот здесь наглядно нам показано, как мы можем изменить цвет текста. Для примера я взял тот же отчет и сделал условное оформление, что если товара больше 1000, у нас текст зеленый, если меньше 100, красный, иначе черный. Опять же, 1000 и 100 мы можем брать из системы и оформлять, исходя из параметров товара на конкретном складе, например. То есть какое минимальное количество товара на складе должно быть. Здесь мы можем применить этот прием. И как итог, после оформления мы получаем такой вот отчетик. Мы видим, что условия у нас сработали. Item no 1600 у нас зеленым. Все, что меньше 100, красный. И остальное у нас черный цвет. Пример другой реализации. Нам нужно раскрасить строки. Одна строка у нас один цвет, другая строка у нас остается белой. Как это реализуемо? Находим свойство, которое отвечает за наполнение ячейки или же строки. Мы можем выделить целую строку, или же в данном случае у нас 3 отдельных ячейки имеют эту функцию. И в выражении мы пишем row number, который определяет, какой порядок в таблице у нас имеет текущая строка. И все очень просто. Проверяем на мод 2. И в зависимости от того, какой номер этой строки, у нас будет применяться форматирование или нет. И таким образом мы делаем построчное оформление. Следующий пример – этот способ позволяет нам выводить на странице фиксированное количество записей. Например, в данном случае рассмотрена такая ситуация. У нас есть по итогу формирования отчета большой список, и мы хотим ровно его прерывать, например, на 25 страницах, на 25 строках на одной странице. Что мы для этого сделаем? Для этого нам нужно создать группировку. Эта группировка, она будет чисто выполнять служебный характер, потому что в этой группировке
в поле в значении поля группировки мы прописываем выражение, которое возвращает нам номер группы в нашем датасете. То есть, грубо говоря, этой колоночкой, группировкой по этой колонке мы разбиваем наш весь датасет на группы. И в каждой группе по 25 строк. Также в настройках мы выставляем, что нужно добавлять разрыв страницы после группировки. И как итог, имея служебную группировку и свойство разрывать страницы после группировок, мы получаем такой результат. На каждой странице у нас будет максимум 25 строк. Работа с картинками. Мы можем в отчет, в репорт-дату, в раздел Image подгружать изображения, которые мы хотим. Как итог, мы к этим изображениям можем обращаться из-под кода. Что было здесь сделано? Два произвольных изображения были подгружены в проект, и в отдельной колонке было размещено конкретное изображение. Как итог, потом вы видите, была еще добавлена функция, которая что делает? Она проверяет наличие товара на складе. Если наличие 0, то мы выводим одно изображение. Если же наличие больше 1000, мы выводим другое изображение. К изображению мы обращаемся по имени. Как итог этой реализации у нас есть вот такое вот изображение. Где у нас больше 1000, у нас одно изображение, где у нас нули, другое изображение. Опять же, это пример, демонстрация. Я не призываю вас именно в таком виде реализовывать данный функционал, но себе на заметку можно отметить. Так, сейчас мы поговорим с вами о индикаторах и DataBars. У нас представлены в Toolbox такие элементы, которые мы можем использовать. Это индикатор, Sparkline и DataBar. Индикаторы. В предыдущем примере мы отдельно загружали картинки, и к этим картинкам мы обращались поименно. В том случае, в котором я сделал пример, удобнее воспользоваться индикаторами. И насколько это удобнее, рассмотрим на этом случае, на этом примере. В ту же колонку вместо изображения я размещаю индикатор. При размещении индикатора нам открывается окно, в котором мы можем выбрать тип используемого, индикатора, которого мы будем использовать. Я выбрал тип наподобие наличия сотовой связи, после чего в этом индикаторе я задаю источник данных. В данном случае у меня это inventory item, то есть наличие товара на складе. Следующий этап, после того, как я указал источник, я указываю пороги для каждой картинки. Кроме порогов для каждой картинки, я могу указать еще цвет этой картинки. И как результат я задал разноцветное форматирование индикатора в зависимости от порога. И как мы видим, есть 4 значения данного индикатора. И каждое из значений я дополнительно еще раскрасил цветом для более, чтобы увеличить разницу визуальную. Что у нас получилось?
Теперь вместо картиночек, которые я задавал конкретно, ранее скачан из интернета, у нас есть индикатор, который позволяет, который визуально более приятный для восприятия. Вот. Опять же, применяем по необходимости. Можем использовать другие индикаторы, можно без оформления цвета. Сейчас мы просто рассматриваем возможности оформления. DataBars. Здесь у нас по аналогии с индикаторами. Мы размещаем элемент. Сразу же в диалоговом окне мы можем выбрать тип этого элемента. И после чего задать еще задать источник и еще дополнительно какие-то параметры. В данном случае дополнительные параметры есть. Это стиль заполнения, я выбрал градиент, и цвет. И цвет и тип заполнения, потому что там есть разные типы заполнения. Что мы получили как итог? Как итог мы видим, что есть у нас такие вот маркеры, которые тоже визуально показывают, насколько можно их использовать, как, например, есть у склада лимит по ячейкам, и кроме количества товара, которое указано на складе, мы можем учитывать его еще габариты и таким индикатором показывать, насколько наполнен склад, то есть сколько ячеек склада заполнены данным товаром, там, либо склад в целом. Sparkline. Здесь, поскольку информация дублируется с предыдущих слайдов, вкратце обсудим данный объект. Он позволяет создать небольшие диаграммки у нас в таблице. Что мы делаем? Мы размещаем объект в таблице, указываем его тип, указываем оси, которые у нас используются в этом графике, и как итог у нас формируются таблички данной графики. Так, датчики. Датчики используются для отображения значения из нашего набора данных и выглядят как панельки. Вот. Это скрин с более старой версии Visual Studio. На следующем слайде мы увидим, какие есть типы более новой. Но глобально индикаторы можно разделить на два типа, так называемый спидометр и градусник. Вот. Работает настройка датчика по такому же принципу. Размещаем объект, указываем источник данных, при необходимости указываем дополнительные параметры данного объекта. По графикам здесь тоже задерживаться сильно не будем, потому что графики, наверное, это более популярный объект, который на втором месте после таблиц. Здесь принцип простой. Наша задача выбрать тип, который наиболее качественно, либо более визуально грамотно отобразит нашу информацию, задать оси, и график будет рисоваться. На чем хотелось бы остановиться, так это на картах. Карты очень интересный объект. Я редко их использовал, но они максимально эффективно показывают какие-то значения
если их нужно отобразить на картах. Что мы можем вообще работать с картами? При работе с картой мы можем использовать карты из библиотеки, которая уже присутствует в Visual Studio. В данном случае мы видим, что есть у нас карты по штатам, и общая карта штатов и каждого штата отдельно. Если необходимой карты нет, мы можем ее подгрузить с интернета, переходим по второй ссылочке, и там будут ссылки, где будут открыты ресурсы по скачиванию данных карт. Порядок работы с картами. Что мы делаем? Когда мы переносим объект, нам сразу предлагается выбор, откуда мы будем подгружать карту. В данном случае я выбрал источник, уже существующие карты по Соединенным Штатам, выбрал тип карты, выбрал, кроме типа, еще конкретный штат Техас и указал датасет как источник информации. Следующий этап. У карты есть регионы. Каждый регион имеет свой ID. И эти ID-шки нам нужно связать теперь с нашим датасетом. Глобально здесь необходимо было использовать два ID. Первый — это ID штата, а второй — ID региона. В данном случае я использовал только, в целях демонстрации, использовал связь только по одному полю. Следующий этап: есть у нас дополнительные настройки, которые мы можем использовать, чтобы отобразить наши карты. Вот здесь, о чем я говорил, что связь мы можем сделать по другому полю, чтобы определить конкретный квадрат, который мы будем переносить данные. Итак, подытожим. Делайте ваши отчеты красивые, оформляйте их, используйте возможности, если это необходимо, потому что в то же время отчеты должны быть читабельные. Спасибо за просмотр.